Всем привет, я Марина, и с вами школа Сакрамел. Ребят, ну это трэш. Ногти-лопаты. Смотрите. Вашему вниманию представляются натуральные свои длинные ногти. И это наглядный пример того, как будут выглядеть ваши ногти, если вы будете их долго отращивать. Мало того, это лучший пример. Наверняка вы помните ногти из книги рекордов Гиннесса, которые скругляются, скручиваются и так далее. У данной модели, на удивление, ногти не так сильно растут вниз, поэтому, можно сказать, еще и неплохо выглядит. На самом деле она сама себе выполняла этот маникюр и покрытие. Что ж, нужно сказать, молодец, что справилась. Это также нелегко выполнять выравнивание на такую длину, когда ногти вниз растущие. Поэтому одна рука получилась с большими волнами по поверхности, а другая более ровная. Ну что ж, выполним преображение. Мне удалось уговорить мою модель на смену формы. Конечно, при такой длине актуальнее и аккуратнее будет смотреться форма миндаль. Будем ее вместе с вами сегодня выполнять. А пока что снимаем старое покрытие до тонкой подложки. Кстати, на этом этапе можно не полностью убирать материал со свободного края, с кончика. Он, наоборот, поможет нам его приподнять. Для снятия используют твердосплавную насадку с зеленой насечкой. Она очень быстро, как по маслу, снимает старый материал. Чтобы вы понимали, моя модель намеренно отращивала такие длинные ногти и форму квадрат, так как сейчас это достаточно популярно. Наверняка вы видели в других социальных сетях, что девочки делают такие длинные ногти, наращивают их по форме квадрат. Она решила оставить свои натуральные, почему бы и нет. Был у нее такой экспириенс, такой опыт, и сейчас мы будем исправлять форму после стольких месяцев отращивания. Отодвигаем кутикулу апельсиновой палочкой. Кстати, обращали, что зачастую апельсиновые палочки нечетко бывают срезаны, и из-за этого клиенту может быть неприятно во время отодвигания кутикулы. Если такое произошло, заточите палочку апельсиновую опилку. Она становится острой и удобной в работе. Вижу, что у моей модели очень широкие белые луночки. Это говорит о том, что мне нужно работать очень аккуратно в ростковой зоне, не давя на эту область. И теперь выполним черновой опил, сделаем такую заготовку, будем стремиться к форме, которая нас устраивает. Поэтому найдите по центральной оси точку центра, к которой вы будете стремиться. И к ней начинаем скруглять свободный край. Для этого выполняю длинные движения к центральной части и затем уже оформляю пиковую часть. Для того, чтобы приподнять кончик клюнувший, заведите пилку под материал, под ногтевую пластину и немного опилите. В таком случае ноготь выравнивается. Конечно, кардинально эту картину не исправит, все равно ноготь выглядит немного клюющим, поэтому будем исправлять это при помощи твердого материала. Что тут самое главное? Во время опила постоянно посматривать на нижние параллели, чтобы их не снести, чтобы не было диагональной линии из точки вроста до свободного края, а также чтобы не было дуги, вогнутой линии. Это частая ошибка, когда не смотрят на нижние параллели, просто опиливают при виде сверху. Поэтому, чтобы такого не допускать, обязательно во время опила нижних параллелей поверните палец на бок, тогда вам все будет прекрасно видно. Сравниваю длину указательного и среднего. Средний должен быть слегка длиннее, чем указательный, поскольку он шире. Выполняем маникюр, в нашем случае комбинированный. Кожа у модели тонкая, кутикула небольшая, не сильно разросшаяся, поэтому приняли решение именно выполнять комбинированный. Для этого насадкой пламя вычищаю птеригий и взяла насадку пламя диаметром 0,21. Она имеет тонкую рабочую поверхность, за счет чего могу прочистить под такой тонкой кутикулой, а также в боковых пазухах. Ну и, конечно, красный абразив для тонкой кутикулы. Поскольку луны у моей модели широкие, это говорит о том, что у нас тут нет глубокого подкутикульного кармана. Сильно глубоко насадкой не лезу, так как это может быть травмоопасно. Срез выполняю при помощи ножниц. Подписывайтесь в социальных сетях, там вас ждет еще больше полезной информации.
В этот момент работаю в контакте со своей моделью, смотрю, не больно ли ей, и срезаю кутикулу очень бережно. Итак, с маникюром закончено, обезжириваем, тщательно убираем всю пыль в избежание затеков и будем наносить подготовительные препараты. Это праймер, и его наношу на отросшую часть, на натуральный ноготь. На свободный край наносить не обязательно, потому что там лежит предыдущий материал. Как видим, он относился прекрасно, несмотря на срок носки. Нету никаких отслоек, поэтому туда нет никакой необходимости повторно наносить праймер. В качестве подложки использую пластичную базу. Наношу ее тонким слоем и отправляю в лампу на просушку на 30 секунд. Для укрепления буду использовать гель средний по консистенции. В принципе, можно использовать и акригель, сразу им поднимать клюющий кончик. Промазываю поверхность ногтя, ставлю каплю на наивысшую точку и разравниваю при помощи кисти. Можно выполнить такое укрепление в технике без опила, уже на готовность, после этого сразу покрывать цветом, но данный ноготочек указательный, который, как правило, всегда у всех людей растет вниз, поэтому на нем недостаточно этого количества материала, он все равно смотрит вниз, нужно достроить еще дополнительным материалом. Для этого промазываю поверхность, но теперь уже только нижнюю половину ногтя. Ставлю каплю материала и распределяю точно так же. То есть сейчас моя задача выстроить объем только на кончике, приподнимая его. Во время переворота руки смотрю за тем, чтобы материал стекал именно на кончик ногтя, а не к центру, иначе от наших действий не будет никакого результата. Я думаю, вы согласитесь со мной, что уже благодаря опилу формы эти ногти смотрятся абсолютно по-другому. Уже нет такого объемного массивного эффекта, то есть ногти уже не выглядят лопатами. И те ногти, которые ровные, их просто можно укрепить гелем в технике без опила. На большом пальце трещина по точке вроста и не хватает нижней параллели, поэтому достраиваю ее при помощи геля-желе. Им отлично можно выравнивать по воздуху. Также буду работать в два этапа. Сначала достраиваю кончик, просушиваю, и затем уже полностью кладу гель на всю ногтевую пластину. То есть мы можем работать как в этом порядке, так и как на предыдущем ногте. Хотите развиваться и знать больше о маникюре? Приглашаю в базу знаний школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов по цене одного, с получением сертификатов. Они доступны по всему миру. Чтобы присоединиться, переходите по ссылке в описании. Поскольку я знаю, что тут требуется опил, я не довожу блики до идеального состояния, это будет просто трата времени. Снимаю липкий слой и приступаем к опилу. Для поднятия клюющего ногтя располагаю опилку под ногтевой пластиной и опиливаю в таком положении длинными движениями. Смотрю, чтобы получилась ровная прямая линия от точки вроста до свободного края. И затем уже могу опиливать этой же пилкой поверхность, собирая ее. Считаю, что уже по-другому выглядит ноготь. Как думаете вы, пишите в комментариях. Либо, чтобы много не опиливать пилкой, мы можем это сделать при помощи фрезы. Перевернула палец и твердосплавной насадкой сразу убираю толщину.
Таким образом, у нас получается объемная работа по реконструкции, не побоюсь этого слова, ногтей. Эта процедура более объемная, более сложная, чем обычное покрытие гель-лак, и такая процедура должна стоить дороже. Получившуюся толщину выпиливаем изнутри при помощи тонкой насадки. У меня керамическая. Работаю в положении форвард, убирая толщину. Теперь выполним дизайн. У нас будет он в виде абстракции. Для этого использую гель-лак синего оттенка. Смешиваю его с топом для получения полупрозрачности. И делаю абстрактные линии. Затем добавляю сухой кистью цветные пигменты. Они полупрозрачные, имеют жемчужный оттенок. Перекрываем матовым топом. И теперь выполняем имитацию природной текстуры. Делаю линии, скошенные кистью. На кончик набрала белую гель-краску и смешал ее с прозрачным топом. Дополняю тонкими линиями белой гель-краской и тонкой кистью. И куда же без наклеек? Я вам их показывала в одном из роликов с обзором на товары с AliExpress и мечтала их воплотить в дизайне. По-моему, тут они оказались никак кстати. Но это еще не все. Решили дополнить дополнительными золотыми элементами, поэтому прямо сейчас на топ втираю золотую втирку, поверх наношу топ, просушиваю и затем при помощи обезжиривателя убираю остатки топа. Вот такой объемный нереальный дизайн у нас получается. На второй руке мы выполнили другой дизайн, и у нас получилось день и ночь. Ребят, ну что, это просто бомба, пушка, ракета. Поставьте обязательно пальчик вверх этому видео. Ну а я желаю вам всем успехов в работе. Счастливо. Пока-пока.